Всем привет, меня зовут Дмитрий. Давайте уже сразу начнем игру. Так как я уже, по сути, начинал все это, но в итоге качество фигня получилось. Ну, придется по новой все записывать. Играть мы будем в Аква. Земля была истинным раем. Беззаботный край, полный света. Воздух был чист, движения легки, солнце изливало потоки тепла. Бескрайние зеленые леса купались в мягком бризе. Высокие травы щекотали мне ноги. Глаза мои наполнялись слезами. Солнце оранжевым огненным шаром тонуло за Понятия, будет горизонтом. ли меня слышно в этот раз? Я протянул к нему руку, ощутил тепло на коже, и тут пропищал таймер. Симуляционный зал С-23, время истекло, просим проследовать в декомпрессионный шлюз. Спустя 2 часа я был уже в рубке моего суккуба, оставив далеко позади все развлечения Малайского архипелага. Наноткань пилотского кресла массировала мне мышцы, пока мое судно вонзалось в черное сердце безжизненного океана, подобно кошмарам, пронизывающим наши сны. Впрочем, океан уже не был столь мертв, как казалось. Ученые, не спросив никого, заварили генную кашу и суп из хромосом, воссоздав в своих склянках все мыслимые формы жизни. Творили новые ветви эволюции там, где сама эволюция отступалась. Из хрупких пробирок вновь появлялись давно исчезнувшие акулы, дельфины, даже первобытные рептилии, бороздившие океаны 150 миллионов лет тому назад. И, конечно, полным ходом шли трансгенные эксперименты над людьми. Но за сверкающим фасадом из титана, вольфрама и необия трещал и распадался известковый скелет человечества. Катастрофы с миллионами жертв стали обыденным явлением. Подделка генов, высокотехнологичная работорговля, безумцы, маньяки, скользкие дельцы и аферисты всех мастей – все это медленно, но верно сталкивало города и веси в бездну хаоса. Меня зовут Эмеральд Флинт. А еще Юферс. Я выслеживаю по всему океану оставшихся бионтов, каждый из которых может вырасти и стать угрозой для всей Аквы. Мы занимаемся этим вшестером. Я с моим компьютером Салли и 4 прикрывающих – Дегранж, Бонхем, Пиколини и Хартер. Так что я без ложной скромности могу считать своими клиентами весь мир, каждый народ и каждое правительство. Когда бионты 5 лет назад возникли буквально из ниоткуда, меня это не особо взволновало. С другой стороны, почему бы не сделать доброе дело, заодно пополнив свой счет? И я отправился в поход за деньгами. Вот только в битве за гнездо, крепость бионтов под Австралией, моя подруга Хон Лунь отдала свою жизнь, чтобы я мог нанести последний удар. С тех пор я лишился покоя. И не смогу обрести его, пока не исчезнет последний бионт. Последнее из моих заданий занесло меня в Неаполис, столицу Атлантической Федерации. Там живет милая компания пресытившихся технобуржуа с модифицированными генами. Они тратят свои бестолковые жизни на построение оптимальной политической системы в Акве. В результате Неаполис все глубже погрязает в болоте псевдодемократии, расизма, технократии и коррупции. Новая линия, именующая себя демократическим движением, делает столицу неуправляемой, а армию беспомощной, топит их в бесконечном словоблудии и запутывает в... Потише надо сделать, да? Прям чувствую, что надо сделать потише. Вот, как-то, ну не знаю, посмотрим. демократических лабиринтах.
Вот почему я испытал облегчение, Скажете, оставив насколько тихо Неаполис сделать? за спиной и направившись в зону торнадо на востоке Тихого океана. Там Если люди скажете. предпочитают наркотики медицинским нанороботам, думают, о чем хотят, и говорят, что думают. Я скучал по своему дому, и в тот момент мне было совершенно наплевать на сюрпризы, которые готовила судьба. По пути я заглянул в аргентинский бассейн повидать старого приятеля по прозвищу Крот, Эль Топо. Старый прохиндей долго бормотал что-то про важную работу, сенсационные секреты ученых. Я уж было заскучал, но он перешел к главному вопросу, к большой куче кредиток. Я отправился в Магеллан и провел несколько незабываемых часов в кабачке «Гордость моряка». Мир кружился бешеной каруселью, я безуспешно пытался за что-нибудь уцепиться и вдруг заметил краем глаза, что суккуб отчалил без меня. Какой-то сопляк спер мой корабль прямо у меня из-под носа. Так я вновь оказался в начале своего пути. Без гроша, без сил, зато с сильным креном. Вот так вот. Запирайте свои корабли. Акванокс. Можно сказать, приключения под водой. Фиг знает, насколько тихо, насколько громко делать. Посмотрим. Может быть, может быть, напишите вы в комментариях. Не факт, что вообще будете что-то делать. Ну ладно. Все вступления, которые я сейчас пропустил, свое вступление, вы можете посмотреть в предыдущих видео. Там просто почти одно и то же я говорю. Поэтому повторяться я не хочу. Хотите, вот, блин, посмотрите те видео. Блин, слов нет. Давайте блять. А сколько времени прошло? Просто... Таймер я забыл включить, походу, да? Сейчас. А сколько прошло-то? Минут 7, окей. Ладно. Так. Часики. Какой будильник? Так. Таймер. О, спасибо. Минут 7, ну где-то... Давайте еще минут 15 поиграем. Все. Таймер стоит. Так, разговор. Заткнись, Перри. Почему? Я же ничего такого... По кочану. Не желаю ничего слышать о... О том, что у нашего общего знакомого героя сперли корабль? И это сделала жалкая горсточка неояпи? Я верну суккуб и оторву помидоры тому типу, который его спер. О да, суров, как ванадиевая сталь. Ладно, давай перейдем к делу. В своей несказанной щедрости господин Эль Топо жертвует на наши нужды работягу. Старая корыта. Разыщи нашего благодетеля в приюте Эль Топо. Так. Нам отдают корыто. Разбитая корыто. Мы разработали новый сорт шоколада из высоко очищенного насекомого белка и жиропроизводящих бактерий. Не желаете ли попробовать? Звучит неплохо. Давайте. Обратите внимание Давайте. на деликатесный ореховый вкус. Синтезирован из южно-китайских водорослей. Витамины Шоколадка из и водорослей. аминокислоты Интересно. наличествуют. Несомненно. А также антидепрессанты и ингибиторы, обуздывающие наиболее бурные эмоции. Хераси химии там. Водоросля и очень много химии. Охренеть. Или я что-то пропустил. Так, Мириам. В аргентинском бассейне работы немного, а? Воюем за каждую улыбку, мадам. Боюсь, тебе не удастся добиться от меня улыбки никаким оружием. Из-за вашего СНЧ у меня голова раскалывается. Мысли о них только что вернулись с Флориды.
при чем тут СНЧ? Ты хочешь сказать, что ты не в курсе? Всем известно, что СНЧ превращает мозги в кашу. Спроси хоть Леони, она порасскажет. Ее можно найти в этой модернистской белой воде в Веспуччи. Жует синтетику. Чё? Леонид, чё? Хоть я и второй раз поиграю в это. Леонид, я фиг знает, что такое Леонид. Так, давай, док. Куда мы? Приют Эльтопо, давай. Я чуть ли не в микрофон тыкаю своим лицом. Кому интересно микрофон, как называется? Маоно. У меня что написано. Маоно AU-A03. Кому интересно. Так, разговор, давай поговорим с Жаном. У вас нет ощущения, что дыхательная среда плотновата? Не без этого. Тяжело дышать. Мой анализатор показывает избыток углекислоты. Это проблема на смесителе. Несмотря на использование гелия-17 и значительное понижение давления на станциях по сравнению с уровнем 5-летней давности, у нас все равно усугубляются проблемы со здоровьем. Микропоры, суставные боли, психические заболевания. А почему наши чародеи еще не изобрели чего получше? Могу сказать совершенно конфиденциально, есть слух о сверхзамечательном газе. Еще легче гелия, но что-то у них там не заладилось. Ученые из машины останавливались здесь на пути в Неаполис, и кто-то стащил образцы газа. Мыслимо ли? Столько работы тунцу под хвост. Еще как мыслимо. Кому это могло быть выгодно? Подумайте сами, кто у нас тут главная щука среди золотых рыбок? Кто хочет знать больше, может обратиться к Фрог. Она главный дизайнер в Таласса. Так, поговорим с Лилькой. Я тут поговорил с Жаном. Типичный случай паранойи. Конечно же, наговорил про супергаз. Вижу по кривой ухмылке. Ну, было кое-что. Кому мог понадобиться такой груз? Подумай сам. У кого нынче монополия? Энитракис. Энергия, транспорт, кислород. Вот именно. Где кислород обозначают любые дыхательные смеси. Потому что сам кислород при наших давлениях яд. Вот поэтому-то нам и нужен лучший воздух. И поэтому супергаз стоит миллиарды. Итак, ты думаешь, что за кражей стоит Энитракис? У этих акул из Флоридского залива сердца холоднее дохлого Чешется политика. нос. Свиньи. Поговори-ка с Шакти. Она заведует энитракисовскими складами и отвечает за погрузку хода. Шакти. Найдешь ее в Веспуччи. Напоминает одно имя. Не будем называть имен. Свет Эльтопо. тебе, дружище. Как прошел отдых в клан-союзе? Имитация поверхности, свет, кислород, бабы, жратва, бабы. До меня дошли слухи о твоем Одни бабы. невезении. Скажи, суккуб действительно увели прямо у тебя из-под носа, а? Да, увели. Но я его верну. И вот тогда... О, избавь меня от подробностей. Перри красочно расписал твои планы. Как дело на фронте? Все спокойно. Хотя бионтов еще хватит, чтобы устроить тебе несколько бессонных ночей. Есть предложение. Ты получаешь отличный крейсер, быстрый как молния. От тебя требуется совсем немного. Вымести кучку бионтов, плавающих в окрестностях. Что, все дворники приюта ушли в декретный отпуск? И ты решил доверить их работу мне? Как мило с твоей стороны. Ну что вы, что вы. А теперь слушай. Заберешь работягу и разведаешь, что там к чему.
Нам только что подвезли холоэкраны и нанороботов. Капитана грузовика надо, чтобы кто-нибудь его прикрывал в финальной скачке с препятствиями. Я постараюсь погромче говорить, Сперва ты встретишься с коммодором Сулем. Знаешь, если не слышно. современный, Напишите потом. энергичный молодой офицер из Федерации. Дела в Неаполисе хуже некуда. Твой старый приятель адмирал Кокс дрейфует на свалку истории, и это далеко не вся повестка дня. Вот почему ты там нужен. Коммодор Суль введет тебя в курс дела. Когда управишься, иди в Магеллан. Ха-ха. Кокс. Угу. Так. Сильвио Как дела Тесла. в аргентинском бассейне? Я там не был лет 5. Туда набежало неапольских шутов. Они трясутся из-за вулканической активности на Среднеатлантическом хребте. Для них забабахали целую сеть отелей. Но так это же должно быть выгодно, нет? Они наклюкиваются в усмерть, не привыкли к нашему пойлу. И весь город полон пьяниц, полоумных, как мартовский окунь. Каждое воскресенье кто-нибудь слетает с фарватера и впадает в ярость. Или пытается захватить хоппер, или еще что-нибудь. Они даже корабли крадут, ну, чтобы просто поразвлекаться. Пар коромыслом над Аквой. Диво, что хоть у кого-то крыша еще на месте. Тырят корабли по приколу, да? Что-то мне это напоминает. Что-то, что произошло очень недавно. Угу. Эй, не как Флинт вернулся. Ты как Гольфстрим. Уходишь на глубину на севере, чтобы вынырнуть во Флориде. Твоя правда. Я действительно бродяга. Как твои дела? У меня большие проблемы. Один из этих проклятых неапольцев, я шел с грузом легкой воды, взял меня в оборот и сказал, что наш корпус архитектурно несовершенен. Он хотел поправить дело несколькими торпедами. Не перевелись еще кретины. Он тяжело вооружен? Нет, Эль Топо просканировал его корабль. Это старый атлантический бомбардировщик класса Гаргона. Тупо пробивается спереди. Думаю, Эль Топо наймет кого-нибудь против этого безмозглого террориста. Кстати говоря, тут у Магеллана болтается один никчемный всезнайка, Фриман. Может, ты захочешь переговорить с ним, прежде чем он перехватит у тебя работу? Почему ты решил, что я ищу работу? Видишь ли, твой новый корабль выглядит как старая подушка. Я бы на твоем месте позаботился о скорейшем пополнении счета. Кстати, парень из Неаполиса ползает у Дагамы, новой станции. Ее еще строят. Фриман. Интересно. Свет тебе! Я коммодор Суль. Рад встрече, Юферс. Меня зовут Флинт, коммодор. Юферс — это только для близких друзей и смертельных врагов. Я надеялся, мы станем друзьями. Что ж, не буду тратить время зря. Политическая ситуация в Неаполисе, скажем так, проблематична. Новая линия, я ее член, сторонники прогресса. Старое правительство блокирует абсолютно все новое, свежее и полезное. Некоторые сведения заставляют нас поставить эксперимент. Мне не дозволено сообщать подробности, но мне нужна твоя помощь. Скоро сюда прибудет адмирал Кокс. Я предлагаю собраться в узком кругу. Короче, Флинт, я дам тебе знать в свое время. Главное, не забудь свою кредитную карту. Кратчайший путь к дружбе. Мне кажется, или это... Имя должно быть по-другому написано. Просто, блин. Мне так кажется. Говорит Бостон Харпер. Тебе ведь нужны прикрывающие для эскорта корабля, а? Ха! Спасибо, Бостон. Справлюсь сам. Ну и ладненько. Мы тут как раз собирались кутнуть вместе с Дегранж. Вот кто умеет пить. Видел бы ты ту недоразобранную бочку, которой снабдил меня скряга Эль Топо. В ней только на улиток охотятся. К черту, Флинн! Всех к черту! Да. Всех. Абсолютно.
Так, давай. О, так, о, все, мусор. Пошли мусор уничтожать. Так. Еще миссию пройдем. Ну, эту и следующую. Я думаю, времени хватит. Постой, Флинт, а где мой суккуб? Что это за кошмарная лоханка, в которую ты меня втиснул? Святая скумбрия. Ты помнишь Хиоп, на котором плавал несколько лет назад, еще до бионтов? Это была жуть, но твоя новая жестянка. Эльтопа не мог расщедриться хотя бы на что-то вроде Хиоба. Продемонстрируй, на что ты способен. Ставлю навигационную точку на мусорную кучу. Следуй по стрелке. Окей, поехали. Так. Вот так управляется. Очень, ну, резко, я бы сказал. Давайте по... Я забыл, что здесь настроек нет. Когда на Е вроде бы... Да, на Е. Чё сейчас? Вендетта. А чем мы стреляем? Вопрос. Так, по карте вот где-то здесь еще. О, вот они. Ой, промазал. Да. Блин, мне кажется, надо еще тише делать. Ладно. Думаю, вот этого хватит. Так. Где еще? Сзади? В смысле сзади? А, показалось. Ю. Капец, громко у меня тут. Сука! Какая же громкая, блин, в любом случае. Что еще осталось? А. Внимание, Флинт. Поступило сообщение о встрече грузовика с бионтами. Ставлю для тебя навигационную точку. Вперед, малыш. Малыш. Грузовик потерял путь. О! Он пробирается без защиты. Мы должны расчистить. Хорош. У капитана этого грузовика в голове опилки. Иди помоги ему, Флинт. На R, ну вроде повыше делать. Сообщила о серьезной проблеме. На его пути плавают фрагменты бионтов. Пилот обеспокоен. Поторопись, Флинт. Пилот грузовика сообщил о повреждении корпуса. Он не сможет долго продержаться под таким обстрелом. О! Убил.
вроде бы все. Да, все. Больше не надо. Блин, мы чё, болтами стреляем, я не знаю. Чем? Блин, вот эта 3D-карта прикольно выглядит. Хорошая работа. Приходи за деньгами. И вот на этом моменте, я помню, не знаю, пролетал и не так и не понял, как это делать. Ну, в конце я понял, конечно, что нужно сделать. Активировать диполь надо, чтобы закончить миссию. Угу. Диполь. Тебе просто пишут, что миссия выполнена, и все. А дальше что? А дальше диполь. Так. Поглядим настройки. Так. А чё, звук нельзя, что ли? Сейчас выйти, сейчас. Блин, диполь. Зачем я хотел это сказать? Так, ну что, давай. Фримен. Я не собираюсь повторять это дважды, зануда. Забудь о работе для Эль-Топа. Ой, как страшно. Это кто у нас такой грозный? Я. Иван. Потому что сейчас я не намерен бегать за кредитками, как... Бля, хотел миссию одну выполнить и закончить на этом. Меня хирургом без скальпеля. О, что бы это значило? Это значит, что я вырву твое сердце из груди голыми руками, если ты перехватишь мою работу. Конец дискуссии. Так. Сколько времени прошло еще? 27 минут. Окей, понял. Простите, что приходится именно так выполнять все. Думаю, я просто по-другому буду активировать игру. Господи. Давай-ка еще поговорим с лейтенантом Бостон Харпером. И закончим на этом. Я как будто свинца на завтрак нажрался. Ненавижу это место. Где работа? Где деньги? Мне осточертели дурацкие игры с бионтами. Я слышал, под среднеатлантическим хребтом ждут извержения. Почему бы тебе туда не прогуляться? Может, найдешь себе дельца? К дьяволу! Кто за это заплатит? Мне нужно что-нибудь в перекрестии прицела, Флинт. Я что, похож на полоумного геолога? Не отвечай, не надо. Кому нужны вулканы, пусть бежит к Пику, он всегда ковыряется в научных журналах. Он, кажется, в Хунте, на Веспуччи. Давайте, все, заканчиваем. Вот. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на все, что в описании. Можете поддержать канал тем, что в описании. До скорого!